Друзья, всем привет! Ну что ж, пришло время поговорить про топ оружия в 2021. И хочу сделать небольшую ремарку, что мнения по этому топу могут не совпадать с вашим. Это личный мой топ. Также напишите в комментариях, возможно, у вас какой-то другой топ, я прислушаюсь ко всем мнениям и почитаю комментарии обязательно. А также обязательно поставьте большой палец вверх, это будет означать, что такой формат вам понравился, я имею в виду топ оружия, и я вам буду записывать дальнейшие топы по всему остальному, я имею в виду броня, кольца и так далее. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Чем больше нас на канале, тем больше людей узнают про нашу с вами любимую игру, и наша комьюнити становится намного больше. Отлично, тогда можно, в принципе, уже и приступать. Итак, мой топ базировался на двух аспектах игры. Первое – это прохождение глав и различных испытаний, таких как близкая опасность или летящие пули. А вот второй аспект – это игра в PvP режим. Знаю, многих бесит этот режим, у многих горит, но все же, ребят, этот режим позволяет нам собирать кристаллы для дальнейших покупок билетов или рулетки. Вот поэтому, друзья, и стоит играть в этот режим. Именно по этим аспектам, по этим пунктам я и делал свой собственный топ. На данный момент у нас в игре присутствует 7 оружий. Это копье, посох, бумеранг, коса, клинки, арбалет и лук. Почетное 7 место занимают, ребят, клинки. Это оружие менее всего используется в игре. Оно откровенно слабое как по своей атаке, так и по умениям. Из плюсов можно смело сказать, что скорость очень высокая его, а умение, которое открывается на эпической градации, звучит как увеличение скорости атаки на 3 секунды после захода в помещение. Также у каждого оружия присутствуют скрытые характеристики. Именно у клинков она звучит так, как базовая скорость составляет 0,8, а базовая скорость атаки составляет 1,5. Таким образом, можно сделать вывод, что это очень слабое оружие, но очень быстрое. Его лучше всего, в принципе, использовать в каких-то слабеньких глав, например, там 2, 3, 4, 5, для быстрого прохождения. Но использовать его на каких-то более высоких не имеет никакого смысла. Вот вы мне сами ответьте, кто же все-таки играет клинками. Я таких людей практически не знаю. И если, ребят, смоделировать ситуацию, например, в PvP режим вы играете Бонни, вы берете клинки, когда заходите в PvP, вам самое главное нанести первый много демага, да, чтобы вызвать много-много клонов. В этом случае может, в принципе, работать такая схема, но, ребят, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то с Бонни и с клинками играл в PvP режиме. Поэтому это 7 место. Двигаемся дальше. 6 место принадлежит такому оружию, как посох. Наверняка многие меня сейчас осудят, но это узкопрофильное оружие. И теперь по характеристикам. Снаряды будут следовать за врагом, атакуя. Они как будто самонаводящиеся, но, тем не менее, от них можно увернуться. И способность, которая открывается на эпической градации, это чем меньше здоровья у цели, тем выше шанс критического удара. Скрытые характеристики звучат так. Базовая атака составляет 1 к 1, а базовая скорость 1.15. Таким образом, можно сделать вывод, что в принципе атака стандартная, а вот базовая скорость немножко выше. Но, тем не менее, этим оружием очень тяжело, ребят, скипать. И когда вы идете просто в обычную какую-то главу, не всегда вот удобно выпускать эти снаряды. Это оружие идеально подходит к таким главам, как 14 или 21. В связке с диагональными стрелами посох и тень – это, наверное, одна из самых убийственных комбинаций для прохождения 14 и 21 главы. Теперь, что касается, например, PvP режима, до последних времен эта комбинация, которую я уже говорил, тень, посох и диагональные стрелы, была самой убийственной. Когда вы видите, что у противника есть диагоналки и посох, вы сразу скрываетесь, вы не знаете просто, что делать, и это практически 100% вин. Но, ребят, последнее время это все-таки ушло немножко в небытие, и сейчас все чаще и чаще игроки используют совершенно другие комбинации. Но вы можете не выкидывать это оружие никуда, качайте его, потому что 14-21 глава проходится довольно-таки очень и очень сложно. При этой комбинации, которую я уже называл ранее, вам будет намного проще проходить эти главы.
Также сейчас можно действительно увидеть часто такую же комбинацию в PvP режиме. И да, эти противники довольно-таки сложные, но, ребят, не такие опасные, как были раньше. Очень часто используют Бонни с тем же посохом или, например, Лину с посохом. Часто встречаются Райаны с посохом. Так что если вы, в принципе, умеете играть этим оружием, оно у вас есть, играйте им. Но почетное 6-е место я отдаю именно посоху. Давайте двигаться дальше. 5-е место я отдам такому оружию, как лук. В прошлом году, в 2020, в топе это оружие занимало 1-е место, но, увы, времена меняются. Итак, это самое сбалансированное оружие в игре. Оно имеет очень хорошее отталкивание, тем самым мобы будут подбегать к вам с опозданием. Очень легко делать скип анимации, и вы сами можете это проверить. Вы можете довести скорость атаки у лука такое же, как и у клинков. Эпическая способность лука — это 50% крит урона. Действительно, криты вылетают очень и очень часто. Есть такие персонажи, например, как Таранис, у которого на 80 уровне также умение 50% крита. Суммарно это будет 100% крит, но не думайте, что у вас будет постоянно вылетать криты. Скрытые характеристики лука, базовая атака и базовая скорость атаки составляет 1 к 1. Ну не зря же это оружие называют самым сбалансированным в игре. Что касается того, где я использую это оружие, я его часто беру в такие главы, как 16 для быстрого прохождения, потому что это баланс, и я очень быстро прохожу 16 главу, я ее фармлю довольно-таки часто. Что касается, ребят, PvP режима, раньше это была мета, когда игрок играл луком и Райаном. Сейчас лук также очень часто используется в PvP режиме, но не так часто, как это было раньше. Так что если вы умеете хорошо наводить курсор в PvP режиме, берите, конечно же, лук, и будет вам счастье. Вы будете выигрывать с винрейтом, наверное, 80%, это точно. Так что это оружие действительно очень хорошее. Жалко, конечно, что я его отношу на 5-е место, но другие оружия немножко будет получше. 4-е место в сегодняшнем топе я отдам арбалету. Это самое новое оружие, которое появилось у нас в игре, и по праву оно является одним из самых сильных. Я все чаще вижу монстров, у которых 20 плюс тысяч атаки, и они стоят с одетым арбалетом. Арбалет дает больше прибавку атаки, чем другие оружия. Теперь давайте к характеристикам. У этого оружия самая сильная атака, но очень низкая скорость атаки. Перезарядка происходит автоматически и стреляют заряженной стрелой. Заряженные атаки дают эффект пробития. Это как будто вы взяли навык выстрел на вылет. А также пробивающие атаки наносят несколько видов урона. При расстоянии атаки растут. И, ребят, немаловажно, это единственное оружие в игре, у которого есть легендарная способность. После крит-атаки скорость зарядки может вырасти, так что по праву оно является одним из самых сильных. Что касается скрытых характеристик, базовая скорость атаки этого оружия составляет 0,75, а вот базовая атака 1,55. И у этого оружия есть также шанс на двойную атаку, которая составляет x2. Где же все-таки использовать это оружие чаще всего? Вы можете использовать его абсолютно в любых главах, абсолютно в любых испытаниях. Оно заходит действительно очень и очень везде. Вот. Самое лучшее, оно заходит в таком испытании, как бесконечное приключение. Когда вы набираете очень большое количество навыков, это оружие становится просто монструозным. Если говорить уже про PvP режим, я очень редко, ребят, вижу игроков, которые играют с этим оружием. Но вы все прекрасно знаете, что времена могут меняться, и я не исключаю тот факт, что это оружие станет когда-то метой. Так что если у вас есть это оружие, используйте его, прокачивайте его. В любом случае оно вам даст самую большую прибавку по атаке. Тем самым вы наконец-то преодолеете те рубежи, которые вы еще не смогли преодолеть. У меня оно, к сожалению, еще не прокачано до легендарного и до древнелегендарного состояния, но я с радостью очень сильно хочу, чтобы оно у меня было прокачано, потому что даст самую большую прибавку по атаке. Как оно у меня произойдет, ребят, я вам точно дам об этом знать. Если я что-то упустил в этом оружии, обязательно пишите в комментариях, чтобы я дополнил это все дело. Поехали дальше. Тройку лидеров у нас, ребят, открывает Бумеранг.
Те, кто давно меня смотрят, смогут сказать наконец-то: я дождался, что ты отнес бумеранг в топ-3. В прошлом ролике бумеранг у меня занимал последнее место, но, как я говорю, времена меняются. Умение бумеранга заключается в том, что он возвращается в руку и таким образом наносит врагам дополнительный урон. Этот урон является повышенным. Крутость в том, что бумер может бить сразу несколько целей. Атака, конечно, не самая большая, но это все нивелируется тем, что он пробивает сквозь мобов. Если уже говорить про скрытые характеристики, то базовая атака бумеранга составляет 0,8, а скорость атаки составляет единицу. К этому оружию действительно надо очень и очень солидно так привыкать. Если вы будете его использовать в обычных главах, то контролируйте тот процесс, чтобы вам не выпало то, что вам не нужно. Если вы фармите ферму, надо контролировать, чтобы вам падали нужные яйца. Если вы фармите самоцветы, также само контролировать тот момент, когда он вам выпадет, чтобы не делать просто так какие-то непонятные перезаходы. Ну и что касается, ребят, PvP режима. На данный момент это является метой, когда используют бумеранг плюс Лина, бумеранг плюс Бонни, бумеранг плюс Райан, а также бумеранг плюс Офелия. Когда вы видите перед собой такого противника, таких очень и очень много, вы можете быть уверены, что вы можете проиграть. Вот действительно, я все чаще и чаще использую бумеранг сам в играх в PvP режиме, и мне очень часто попадаются те противники, которые играют в принципе тоже бумерангом. Второе место у меня, ребят, занимает копье. Это оружие, на мой взгляд, самое крутое в использовании, как на повседневку. Для меня оно является основным в фарме и в прохождении глав до 20. По способностям и умениям копье может внезапно атаковать врагов, а при атаке одинаковых целей наносимый урон увеличивается. Что касается скрытых характеристик, базовая атака составляет 1,2, а базовая скорость атаки составляет 0,95. Как я уже говорил, очень крутое оружие, как для повседневки. Я его использую как основное, играю им в главах, прохожу их, фармлю с этим оружием, прохожу различные испытания. Но, ребят, у него есть на данный момент очень большой минус. Использование в PvP режиме, просто никуда. Я пару раз всего лишь видел игроков, которые играют копьем в PvP режиме, и они всегда мне проигрывали. Я не знаю, как у вас с этим все складывается, используете ли вы его в PvP режиме, но я, в принципе, бы вам не советовал. Возможно, в дальнейшем что-то поменяется. Итак, ребят, почетное первое место у нас занимает коса. Не знаю, как для вас, но для меня коса открылась за долгое время игры совершенно с другой стороны. Давайте сейчас про характеристики, и после я вам расскажу, почему именно коса является топ-1. Коса обладает очень сильной атакой. И в этой области занимает второе место, уступая арбалету. Но как и у арбалета, обладает низкой скоростью атаки. У косы самое лучшее отталкивание врагов. Ну и самое важное, это ее умение. Когда у вашего врага, я имею в виду моба, остается меньше 30% хп, может произойти оверхит или же высокий шанс убить врага. Что касается скрытых характеристиков косы, то базовая атака составляет 1,45, а базовая скорость атаки составляет 0,85. Ну и, ребят, теперь почему же все-таки коса занимает топ-1? Потому что вы ее можете использовать абсолютно в любых главах, особенно в тех главах, которые вы не можете пройти. Если вы уже дошли до таких глав, как 20, 22, 23, там действительно очень и очень сильные мобы, и просто практически невозможно их убивать другим оружием. А коса со своим оверхитом расправляется с ними на ура. Ну и немаловажно, ребят, PvP режим. Коса в PvP режиме просто идеальна. Ее используют абсолютно с разными персонажами. Хеликс, Кот, неважно вообще, она действительно очень и очень сильная. Так как коса используется и в PvP режиме, и в обычных главах, и вот в прохождении сложных глав, то она является самой универсальной. Вот поэтому коса у нас и занимает топ-1 место. Если вы умеете ей играть, обязательно используйте косу. Действительно, это топ-1.
Ну что ж, друзья, таким получился у нас топ в 2021 году. Я надеюсь, что эта информация для вас была очень полезной. Оставляйте свои комментарии, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал. А мы с вами увидимся совсем скоро. Всем до скорых встреч и пока-пока.